Здравствуйте, мои дорогие, приветствую всех. Я не знаю, куда я вставлю этот кусок, но я хочу вам коротко рассказать, в чем дело. Я же вам обещала рассказать насчет сухого голодания. Так вот, про свои эксперименты хочу вам рассказать. Коротко и ясно, просто предисловие рассказываю. Значит, у меня было и есть до сих пор очень много работы, прям завал работы. И я решила, сделаю я перерыв, прям вот сильный перерыв, потому что настолько много работы, что мне некогда как бы следить за тем, что я там ем и так далее. Жарко, мне нужна вода, в общем, стресс, т.д. т.д. В общем, я решила так вот, хорошенечко, значит, поработать без голоданий, хотя до этого я голодала, пусть с перерывами, но я голодала, можно сказать, регулярно. Так вот, сделала я перерыв. Сначала на Новый год, потом я сделала в феврале, потому что у меня было много работы. Потом вдруг мне стало плохо, и я заразилась от сына какой-то фигней, так же, как и в октябре у меня была такая же прям песня. Это вот возвращаясь опять-таки, вы можете связь не почувствовать, я вам говорю, что это связь с голоданием все-таки здесь. Я заболеваю, какой-то вирус, в общем, как простуда такой вот идет. Он вылечивается быстро, я вся больная, причем я больная долго. Я болела 6 недель, причем у меня не было ни температуры, был адский кашель, сопли, мопли, но сопли прошли быстро, кашель не проходил. Кашель был на все лады, меня даже врач послала на флюорографию, эту как ее, рентген легких. Все там было нормально, рентген показывает нормально. Значит, кровь брали 2 раза, кровь показывает воспаление. И знаете, состояние отвратительнейшее. Меня спрашивают, а что у вас вот болит? Голова, температура. То есть у меня ни голова не болит, ни температура. Я не могу ничего делать. Я абсолютно не работоспособная. Вещи, которые я делала там за секунды, вызывают у меня, знаете, приступ паники, ужаса, что мне их надо делать, и что у меня нет сил просто их делать. У меня начали болеть суставы, у меня начали болеть, я чувствовать начала все кости, знаете, как при гриппе, как будто бы вот суставы вот здесь, вот я вам показывала, покажу еще, на вот запястьях, как будто бы это зубная боль, настолько очень-очень сильно у меня все это болело, просто я уже настолько была без сил за эти недели, что это просто невозможно. Смотрите, первую неделю, значит, она мне выписала антибиотики, решив, что у меня там, я не знаю, простуда или что-то с горлом, хотя в горле было тоже все нормально. Я пропиваю целую неделю этих антибиотиков, 0 результата. Она берет и выписывает мне еще такую же пачку антибиотиков. Я говорю, ну куда? Мне такие не подходят, очевидно, раз ничего не прошло у меня, чтобы там лазить зайчик какой-то. Она говорит, мало их было, надо еще. Значит, я пропиваю еще целую пачку антибиотиков, результата вообще нет. Прихожу, уже говорю, ну что это такое? Опять она берет у меня кровь, результаты показывают еще большее повышение воспаления, хотя ничего не находят. Она мне выписывает убойный антибиотик, после которого мне прям плохо и все. Я не выдержала, мне надо было еще раз сдать кровь. Я решила пойти в больницу, потому что если что-то такое, потому что мне настолько было плохо, это видели все мои, и погнали меня, в общем, в больницу, ну, я особо не сопротивлялась. Значит, в больнице сразу же меня взяли, слава богу, без очереди, без ничего, у меня взяли кровь, мочу, опять сделали рентген, влили в меня целый литр электролитов, всякому обследовали, ЭКГ сделали, в общем, все проверили, и только кровь показывала маленький процент, значит, воспаления. Я им рассказываю, что у меня суставы болят, ни в больнице, ни на врача не подействовала вообще эта информация, но на меня подействовала. Я все-таки пошла к ортопеду, потому что боль увеличивалась. И ортопед сказал, что у меня, я вам расскажу, потому что я записала, как оно называется, какой-то артрит, вид артрита, в общем, на руках, который должен пройти. Он мне выписал таблетки, в общем, посмотрим. Во всяком случае, я их пропила, мне сейчас легче, но все равно остались остаточные моменты. Это полиция проехала, и белочка тут меня испугала, прыгнула прям чуть ли не на меня, на голову. Значит, смотрите,
Это я к тому, что я потом углубилась, пошла и, в общем, стала читать информацию, от чего это вообще все бывает, вся эта фигня, и почему у меня так получилось. И выяснилось, что если вы бросаете вот так вот резко голодание, когда уже организм привык, адаптировался, я вам все расскажу подробно, потому что мне бежать надо сейчас, то может быть как побочное явление вот такие вот воспалительные процессы. Они могут, даже если их не было, а у меня их не было, у меня первый раз такое, и все удивились, ой, вам 59 лет, и у вас вот радуйтесь типа того, что у вас, значит, суставы только сейчас заболели. Дело в том, что они у меня вообще не болят. Я это заметила, я начала делать гимнастику с упором на кисти, а кисти это мой рабочий инструмент, я художник, кто не знает. И поэтому меня это сразу забеспокоило, что в чем дело. И вот я углубилась в эту информацию и выяснилось, что вот такая вот вещь может быть как побочное явление воспаления суставов. Так что имейте это в виду. Всех вас обнимаю, целую, но мы продолжим сейчас. Я вам расскажу про эту, как ее, болезнь рук и так далее. Все, пока. Как я не врач и догадалась, и предполагала, что воспаление дает именно вот эти руки, ризотроз это называется, артроз седловидного сустава большого пальца. Это наиболее распространенная форма остеоартроза кисти, которая обычно вызывает боль при захвате, скручивании и заметное снижение силы в большом пальце. Причины и факторы риска – это возрастной износ. Хрящ изнашивается с возрастом, и женщины болеют гораздо чаще, чем мужчины. Обычно это возникает после 50 лет. У меня в первый раз такое, мне практически 60 уже скоро, но у меня вот первый раз такое. Почему это бывает? Генетические факторы, предыдущие травмы, переломы растяжения или хроническое перенапряжение. У меня, в принципе, ничего нет, но, может быть, я вот перенапрягла с гимнастикой. Типичные симптомы – очень сильная противная такая боль при нагрузке. Вот именно когда ты хватаешь что-то этим, вот захват делаешь с большим пальцем, прям неприятно очень. Ты быстрее роняешь предметы, вот если ты что-то тяжелое держишь, больно. Ну, в общем, иногда слышатся звуки трения и скрежета в суставе, деформация, у меня этого ничего нет. И терапия у меня такая, он сказал, вот пропьете таблетки, все пройдет. И я получила вот эти ортезы для большого пальца на обе кисти, я вам показала. И вот это, ну, если их нет, то тейпирование стабилизирует сустав в повседневной жизни. Ну, посмотрим, я их пока ношу, у меня еще пока болит. Поговорить я хотела о чем? Почему нельзя пропускать еженедельное сухое голодание? И как избежать эффекта качелей? Потому что многие люди начинают практиковать сухое голодание с хорошими результатами. Снижается вес, появляется как бы легкость, уменьшаются отеки, улучшается и энергия, и сон. Но затем происходит распространенная ошибка, о которой я, кстати, предупреждала неоднократно. Человек начинает пропускать дни голодания, менять график, устраивать хаотичные перерывы. И именно в этот момент организм часто попадает в так называемый эффект качелей. Вот сегодня мы поговорим о том, почему регулярность в сухом голодании важнее даже самой вот длительной паузы такой, знаете, как мне говорят, чтобы я не 36 часов, а там по несколько дней голодала. Как стабильный график помогает организму безопасно адаптироваться и почему особенно после 50 лет режим становится критически важным. Что такое эффект качелей? Это, знаете, такое постоянное метание организма между режимом очищения и режимом накопления. Когда человек, кто соблюдает голодание, то резко его бросает, тело перестает понимать, к чему ему готовиться. В один период запускается жиросжигание, снижается уровень инсулина, что важно, активируются процессы восстановления, а затем такой внезапный срыв, переедание или длительный перерыв, как в моем случае в данном, заставляет организм снова переходить в режим запасания. И проблема в том, что тело
очень быстро учится защищаться от нестабильности. Если режим постоянно сбивается, организм начинает воспринимать голодание как стрессовую угрозу, а не как полезную адаптацию. В результате жир начинает сжигаться хуже, усиливается чувство голода, появляются перепады энергии, настроения. Поэтому главное правило эффективного сухого голодания – не героические длительные паузы, а стабильность, о чем я все время и говорю. Стабильная чувствительность к инсулину. Это одна из главных причин придерживаться строгого расписания. Именно поддержание чувствительности к инсулину. Когда человек регулярно проводит еженедельное сухое голодание, уровень сахара и инсулина постепенно стабилизируется. Организм начинает легче использовать жиры как источник энергии. Но если график постоянно нарушается, происходят резкие скачки. После пропущенного голодания многие люди начинают есть больше обычного. Повышается уровень сахара в крови, растет выброс инсулина, и тело снова начинает активно запасать жир. Особенно это опасно после 50 лет, когда чувствительность клеток к инсулину естественным образом снижается. Именно поэтому у людей старшего возраста нерегулярность может вызвать, внимание, набор веса даже при умеренном питании, усиление воспалительных процессов, что произошло у меня, скачки давления, ухудшение самочувствия, повышенную утомляемость. Регулярный график помогает избежать этих вот таких вот резких метаболических перепадов. Организм начинает работать спокойно и экономно. Психологическая адаптация и спокойствие нервной системы. Вот это вторая важная причина – психологическая стабильность. Когда режим постоянный, нервная система перестает воспринимать голодание как катастрофу. Формируется привычка. Человек уже знает, ага, в этот день я не ем и не пью, это нормальная часть моего ритма. Именно ритм снижает внутреннее напряжение. Но если голодание происходит хаотично, мозг остается в состоянии неопределенности. Появляется тревожность, раздражительность, навязчивые мысли о еде. И очень часто люди срываются не из-за физического голода, а из-за нестабильного режима. Для людей старше 50 лет это особенно важно, потому что нервная система уже медленнее адаптируется к стрессу. Регулярность помогает улучшить сон, снизить уровень тревоги, уменьшить эмоциональное переедание, выработать дисциплину без постоянной борьбы с собой. И со временем голодание перестает быть испытанием, оно становится привычным состоянием. Далее, следующий важный момент – аутофагия. Это естественный процесс очищения клеток, при котором организм начинает перерабатывать поврежденные и старые структуры. И именно аутофагия считается одним из главных механизмов омоложения и восстановления во время голодания. Но здесь есть важная особенность. Аутофагия любит регулярность. Если человек соблюдает стабильный режим, организм заранее готовится к этим периодам очищения. Процессы запускаются быстрее и работают эффективнее. Я все время об этом повторяю. Но при постоянных срывах тело не успевает адаптироваться. Получается такая ситуация. Процесс только начинает активироваться, снова прерывается перееданиями, скачками сахара, воспалениями. В итоге эффективность резко снижается. Для людей после 50 поддержание аутофагии особенно важно, потому что с возрастом организму все труднее самостоятельно очищать клетки от повреждений. Регулярные паузы помогают уменьшать хроническое воспаление, поддерживать здоровье сосудов, улучшать состояние кожи, сохранять подвижность, поддерживать работу мозга. А именно, вот эта стабильность дает накопительный эффект. Защита от переедания и срывов. Это еще один важный плюс строгого расписания. Контроль аппетита. Когда человек пропускает голодание, часто появляется психологическое ощущение, раз сегодня не получилось мне голодать, можно расслабиться. И начинает есть больше, чем обычно. Организм получает слишком много еды после периода нестабильности и начинает запасать энергию еще активнее. И это особенно опасно для людей с лишним весом, диабетом второго типа или метаболическим синдромом. Регулярный
режим помогает избежать этих крайностей. Аппетит становится более спокойным, исчезают резкие приступы голода, уменьшается тяга к сладкому, к постоянным перекусам, и со временем многие замечают удивительный эффект. Чем стабильнее график голодания, тем меньше организм требует лишней еды. Почему после 50 лет регулярность особенно важна? После 50 лет тело уже не так быстро восстанавливается после стрессов и резких изменений режима. Обмен веществ становится медленнее, гормональная система чувствительнее, мышечная масса уменьшается быстрее, а скачки сахара и давления переносятся тяжелее. Именно поэтому хаотичное голодание может приносить больше вреда, чем пользы. Но стабильный, мягкий и регулярный режим дает совершенно другой результат. При правильной практике, о которой я вам рассказываю, многие люди отмечают уменьшение отеков, снижение воспаления, улучшение подвижности суставов, более стабильное давление, снижение веса без жестких диет, улучшение ясности мышления и энергии. Главное, не пытаться делать экспериментальные голодания, а создать устойчивую систему. Организм любит предсказуемость. Важное предупреждение. Сухое голодание подходит не всем. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями, диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами, заболеваниями почек, те, кто принимает постоянные лекарства. Перед практикой обязательно нужна консультация врача. Вы задаете мне вопросы, идите к врачу. Безопасность всегда важнее любых результатов. Главный секрет эффективности сухого голодания не в рекордах и не в жесткости, а в регулярности. Когда организм живет в понятном ритме, он перестает сопротивляться и начинает адаптироваться. Стабильный график, он помогает вам сохранить чувствительность к инсулину, поддерживать автофагию, уменьшать воспаление, контролировать аппетит. А самое главное, избежать эффекта качелей, когда тело постоянно то худеет, то снова начинает накапливать жир. Особенно после 50 лет. Именно спокойная системность становится главным инструментом здоровья и восстановления. Не экстремальность, не насилие над собой, а дисциплина, ритм и постепенная адаптация. Я вам так подробно рассказываю о своих экспериментах, потому что мое любопытство иногда заставляет меня испробовать на себе, чтобы потом понять, как это работает. И вот я вам рассказываю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы голодаете регулярно, вы будете наслаждаться супер результатами. Если вы внезапно вздумаете, как я, сделать паузу и надеяться на то, что у вас будет больше энергии, возможностей, вы сможете пить там и так далее, то нет. При голодании энергии гораздо больше и работоспособность гораздо выше. Всех вас обнимаю, целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.